Но мы же на самом деле знаем, что очень часто бывают счастливые браки по расчету. А это что у вас тут происходит? Очередные сборы. Скучал? Может, целый месяц никуда не собираются? Целый месяц, да? Мы собираем наши вещи, потому что завтра уже едем в Сочи. Сочи – это не Санкт-Петербург. Он находится гораздо ближе, всего 530 километров от Ростова. И ездить, подтягивать зубы, по крайней мере, пару раз, я буду на машине первое. Поэтому часть каких-то вещей я привезу в следующем рейсе. Сейчас самое главное забрать оборудование, ну и так, по мелочи. Дин, а ты что не принимаешь участие в сборах? Скажи, сколько можно? Скажи, переезжаем и переезжаем. Так, все, выезжаем в Сочи. У пацанов там, конечно, тесновато в этот раз, любимый. Откинься, пожалуйста. Пацаны, тесновато, да? Нормально. Почти под самым потолком, скажи. Ну ничего, мы в этот раз взяли удивительные вещи, вы реально удивитесь. Посмотрите уже, когда будем распаковывать все. Погнали. Так, нам по навигатору ехать 580 километров или 9 часов 47 минут. Но это с заездом в Краснодар. Снимаешь некрасивую ростовскую осень. Поверните направо. Да. Сравните, да, с тем, какая красота творилась в Питере и какие пожухшие коричневые уродцы падают с деревьев у нас. Прямо 4 километра. Итак, чем же знаменит Сочи? В первую очередь, конечно, он знаменит зимними Олимпийскими играми 2014 года, на которых мы с Ирой, кстати, были. Мы посещали матч по хоккею. Канада-Латвия играли тогда. Было круто. Во-вторых, Сочи один из самых южных городов России, но не самый южный. Самый южный город Дербент. Но однозначно Сочи самый теплый город России. Посмотрим, насколько там тепло. Неизбежно мы будем сравнивать его с Черногорией. И вот посмотрим, в чью пользу будет эта конкуренция. Интересно. Я всегда думал, мы в Черногорию едем. Загрузились так, как будто в Черногорию. И вот мы пересекли границу Краснодарского края. И посмотрите, что с погодой. Вот направо сними, там небо голубенькое, хорошее. Я не знаю, вот здесь вот на Цукеровой балке какое-то магическое место, видимо, какие-то потоки там смешиваются, потому что здесь ближе, ну, южнее всегда прекрасная погода, а там очень часто затянуто и погода плохая. Короче, 13 градусов уже. В Сочи сегодня плюс 21. Пушка. Кто ты такой красивый? Джейка, путешественник Джейка. Ты следишь за дорогой. Проезжаем по платной дороге очередной. Раньше вся эта дорога была бесплатная, теперь стала платная, никакой реконструкции тут не произвели, просто какое-то крохоборство, в общем, такое ненавижу. Но я выяснил по цене платных дорог, не поверите. Цена платных дорог в России фиксированная, что-то порядка, по-моему, 3 рубля за километр и 20 рублей за проезд по искусственным сооружениям, то есть мосты и тому подобное. Вот мы транспондером сейчас будем платить, он у меня, как вы знаете, отвалился. 200 рублей. Вообще, получается, цена платных дорог, конечно, ниже, чем в Европе, но как бы это и логично, у нас и уровень жизни ниже, чем в Европе, в России. Мне кажется, нормальная цена. А мне сказать, очень дорого. Можно было и глусок купить вместо этого. Краснодар. Ох, сколько же вот в этой пробке проведено часов. Потому что, когда мы работали на нормальной работе в археологии, мы специализировались именно на работе в Краснодарском крае. И практически каждую неделю, раз в 2 недели я ездил в Краснодар либо к заказчикам, либо в контролирующий орган и по делам. И вот эта пробка, она вечная. Просто ностальжи. А после того, как ты съездил в Краснодар, сделал все дела, ты должен еще отстоять пробку на выезд, чтобы попасть в Ростов. Вот тоже это постоянная достопримечательность города. Какие человейнички строят в Краснодаре, а? Даже Питер позавидует. Смотрите, а этот красавец – это стадион футбольного клуба Краснодар. Если мне память не изменяет, это единственный частный футбольный клуб в России,
Он принадлежит российскому миллиардеру Галицкому, Сергею Галицкому. Выдающийся, конечно, очень интересный человек. И стадион классный, футбольный клуб классный, и парк он здесь сделал классный. На самом деле, вот такого человека я бы, наверное, хотел видеть нашим президентом. Что ты разгавкался? Тебе что, на Кубани не нравится? Но вообще как-нибудь мы приедем в Краснодар отдельно и все это вот вам снимем, покажем. Кстати, посмотрите, уже 21 градус по Цельсию. Что ж в Сочи будет, а? Ну все, в Краснодаре дела сделали, выехали уже на трассу, едем до Сочи. Показывает, что нам ехать 270 километров всего, но ехать их 5,5 часов. Ну, потому что очень много по горам, по серпантинам будет дороги. Вспомним Черногорию. Красиво, конечно. Горы и море – это идеальное сочетание. Вообще, я никогда не был в Сочи. Ну, как был в командировке где-то один вечер. И поэтому у меня нет своего мнения по этому поводу, ну, по поводу Сочи. Но кое-что я уже о Сочи знаю. Там так дорого. Что-то эта дорога такая медленная и вообще не очень, что я уже думаю, может быть, мне в Ростов ехать не на машине, а на поезде. Что-то вообще тошним за автобусами, за машинами, блин, 40-30 километров в час. Что интересно? На Мацеснинском перевале. Сочи. Мы уехали в Сочинский район, но здесь говорят город-курорт Сочи, то есть, но до самого города еще нам пилить порядка 90 километров. И я хочу сказать вам, что это самая худшая горная дорога, по которой я когда-либо ездил. А я, прошу прощения, почти год прожил на Балканах. То есть это хуже, ну, уровень такой же, как в Боснии и Герцеговине, знаете, вот между деревнями какими-то. Вот и самый лучший участок попал в этот объектив. В общем, это позор для такой большой и великой страны не иметь нормальной дороги до главного курорта. В смысле? Прокопайте тоннели через горы, проложите широкую дорогу. Мы за что налоги платим? Все, мы приехали, я устал, просто нереально вообще. Будем заселяться сейчас. Не нервничай, сладкий. Офигеть, у нас тут, я не знаю, как в Майами, наверное. Все у нас хорошо, мы доехали, заселились, а теперь у нас будет царский ужин. Пельмешки. И конфетки Калакум. Калакум. Из-за всех вот этих коронавирусных ограничений рестораны закрылись сегодня раньше, чем обычно, и поэтому мы остались голодные. Ну хорошо, хоть в магазин успели сбегать. Рум-тур проведем завтра, будет интересно. Доброе утро и долгожданный рум-тур. Прошло несколько дней, потому что мы немножко обжились. Тут, конечно, было все немножко не так, как мы хотели. Вроде обжились, вроде все хорошо, и я готов провести вам рум-тур. Погнали! Во-первых, посмотрите, какая у нас кайфовая парадная. Здесь можно целый ролик снять. Так, мы попадаем в коридор. На вот это не обращайте внимания, это кровать. Ее должны были унести до нашего еще приезда, но не унесли. Сейчас все покажу. Так, коридор, ну такой нормальный по размеру. Угла не хватает, чтобы снять. Здесь находится слева сразу ванная комната. Ванна, душевая. Офигенная душевая, отличный напор. Вообще супер. Унитаз-биде, раковина, зеркало. Все шикарно. Ванная очень кайфовая. Прямо напротив ванной находится постирочная кладовая. Стиральная машинка здесь. Ну и я здесь, видите, уже свет установил, разобрал. В принципе, мы особо этой комнатой не пользуемся, поэтому он почти не мешает. А эта кровать, которую должны унести, стояла во второй спальне. Вторая спальня нам не нужна, потому что мы спим в одной. Но нам очень нужен кабинет. Ну вы же знаете, что мы любим работать в кабинете. И, собственно, из спальни мы обустроили себе кабинет. Купили себе стульчики. Это столы наши, мы привезли их из Ростова. Икеевские столы. Очень легкие транспортировки. Мое рабочее место. Ирина рабочее место. Здесь вот шкаф.
Очень странный шкаф. Смотрите, какая малая глубина пола. Тут всего 30 сантиметров. Но, в принципе, я свое барахло тут разложил. Зарядная станция. Как в Питере сделать не получилось. Пришлось разделить зарядки на две части. Моя часть, Ирина часть. Потому что просто розеток не хватает. Вообще жесть, посмотрите, что здесь творится. Так, дальше по коридору у нас просторная гостиная, совмещенная с кухней. И она бы была просторной, если бы не вот этот огромный диван. Но, господи, какой он удобный. Сказать, это самый удобный диван. Сказать, я на нем постоянно сижу теперь. Домой, Джейка. Все, успокойся. Я прям не знаю, в нем есть какая-то итальянская магия, итальянский диван. И просто сидишь, в нем растворяешься. О, кайф. Вот этот стол еще тоже занимает очень много места. Он, конечно, жутко огромный. Его можно было в половину меньше делать. Мы частенько здесь, на самом деле, ужинаем, когда на улице уже прохладно. Так, из гостиной перемещаемся на кухню. Кухонька небольшая, но самое то, что нам надо. Может быть, даже вот эта барная стойка большевата, потому что здесь мы совсем не сидим. Кстати, посмотрите, это беговая дорожка. Мы привезли из Ростова. Неожиданный выбор, да, но мы будем бегать, будем худеть. Я думаю, что мы к лету приготовимся и будем хыч. А теперь ваше предложение. Сколько раз мы побегаем на ней? Ну, хотя бы парочку надо, чтобы отбить ее перевозку. Холодильник. У нас в нем, как всегда, пусто. Потому что здесь в округе прям беда с магазинами. Не знаем, где продукты покупать. Доставку сюда не возят. Магазинов тут нет. Тут есть один Магнит. Не так далеко, но туда в гору идти так не прикольно. Короче, с едой прям беда. Там у нас балкон, но я его покажу позже. Сейчас перемещаемся в нашу спальню. Здесь из вот таких вот стеклянных перегородок выполнена эта спальня. В принципе, достаточно прикольно. Если живете, конечно, одни. Наша кровать, она большая, 180 сантиметров. Мы поняли, что это наш размерчик. Потому что кое-кто занимает очень много места. Это все Дин. Ага. Я мало занимаю. Комодик. И это чемоданчик Дина. А это коробка под книжки Гарри Поттера. Мы это здесь купили. Диночка, ну расскажи, сколько квартира это стоит в месяц? Ну, я абсолютно солидарен с Дином. Квартира просто жутко дорогая. 100 квадратных метров площадь. Квартира стоит 150 тысяч рублей в месяц. Плюс 15 тысяч рублей коммуналка. То есть 165 тысяч в месяц. Самая дорогая квартира, которую мы когда-то снимали. Дороже нашей квартиры в Питере. И в 3 раза дороже нашей квартиры в Черногории. Скажи, я же говорю, да. Я пока не могу такие слова говорить, потому что я еще маленький, но я бы сказал пожестче. Но сейчас я вам покажу кое-что, за что мы, вероятно, и платим эти деньги. Пошлите на балкон. Вы посмотрите, какой вид из окна. Это же просто офигеть. Не, у Димы, конечно, в Черногории был еще лучше, но этот тоже великолепен. Ир, вот скажи, квартира за 165 тысяч рублей в месяц, она в идеальном состоянии? Нет. Нет? Покажешь косяки? Так, вот мы очень сильно смеялись с шкафа, потому что Ира попыталась открыть эту дверцу, и что произошло? Кто не понял, это вот с дверцы вот так снимается шпон. Мы первый раз офигели, думали, Ира сломала дверцу. Ну и вообще весь этот шкаф в шоке. То есть мы заклеили несколько полок скотчем, потому что... вот она, да, потому что его перекосило. Так, что еще у нас? Ты такой лежишь, такой, как же хорошо. И тут такой будильник. Да, или вот такой будильник. И ты такой берешь, хлопысь. Промазала? Да, промазала, но вот понятно, эта полка, конечно, прям беда. А еще почему-то не стекает вода. Ну да, причем мы уже как бы заливали сюда средства, все равно не помогло. Какая-то хренотня. Здесь нет ни одной лампочки.
Ну да, нам сказал хозяин, что привезет их, но что-то до сих пор везет. Сервис тут чисто сочинский. Телек. О, телек, давай включим, покажем. Я так обрадовался, наконец-то нормальный телевизор, можно нормально в PlayStation поиграть. Я еще никогда так не ошибался. Так, вот, посмотрите телевизор. И у него вот такие вот полосы слева. На самом деле, ну, на камера все не передает. Тут вот такая вот полоса. И еще вот здесь полоса тоже по экрану. Ну, то есть, бум-бум-бум. То есть, играть в Diablo 2 еще нормально, а вот смотреть кино уже погружение разрушает. Мы хозяину квартиры написали, но, судя по всему, что-то они как-то не проявили энтузиазма с ремонтом телевизора. Но все это мелочи по сравнению с тем, что в эту квартиру просто невозможно пригласить гостей. Знаете почему? Потому что здесь нет двери в туалет. Ну да, и весь пердеж слышно просто конкретно по всей квартире. В туалет, в общем, когда идешь в туалет, говоришь, одевай наушники с шумоподавлением. Да, я частенько хожу в доме в наушниках. Я понимаю, что это дизайнерское решение с вот такими вот дверьми, но, блин, в туалет могли поставить нормальную дверь. Ну, а вообще скажу вам по секрету, что у меня есть одна фобия. Когда я купаюсь, я всегда боюсь, вот когда голову моешь с закрытыми глазами, я всегда боюсь, что кто-то зайдет и напугает меня, вот как сейчас. Теперь вы знаете мою фобию. А в этой ванной я боюсь вдвойне. Ну, в общем, квартира, в принципе-то нормальная. Но, конечно, неоправданно дорого. Неоправданно дорого. Ну и сервис, конечно. То есть кровать не убрали, раковина не работает, лампочки не вкручены. В общем, есть небольшой осадочек. Ну ничего, погнали дальше. Так, помните, я говорил, что точка доступа слабовата? Ну, это мягко было сказано. От нагрузок, которые мы на нее даем, она просто перегревается и выключается. Она может выключиться минут на 10, наверное, и минут 10 остывает, потом снова начинает работать. Поэтому сейчас поедем в центр, заберем нашу новую точку доступа и немножечко погуляем по центру Сочи, посмотрим морской вокзал. Не, ну вид из окна, конечно, у нас идеальный просто. Вот. Не дать не взять. Смотрите, сколько там корабликов. Вообще, сейчас ехали, мы смотрели, и у меня, знаете, такое ощущение, что как-то все так убого застроено. Но оно просто все застроено, и нет никакой-то системы, просто какие-то дома торчат. Каждый кусочек земли, который отвоевали, застроили каким-то отелем. Короче, мне кажется, что лет 40 назад Сочи был гораздо лучше. Вот это вот роутер. А то, что у нас там стояло, это так. Это вот только в телефончике смотреть тиктоки. Ира сейчас верно заметила, что очень все похоже на Албанию, когда мы в Шкодере были. Там тоже вот такое вот все какое-то запутанное, непонятное, уличная торговля и тому подобное. Не, ну какая погода чудная. Вот это, конечно, да. То есть так же тепло в Питере было в конце июля, в начале августа. Просто крышеснос. А сегодня какой день? 5 ноября. А завтра мы пойдем купаться. Представляете, какая красота здесь весной происходит? Это все магнолия. И как все эти аллеи цветут. У нас возле дома тоже все магнолией засажено. Да, потом придем покажем. Да. И совсем скоро мы все-таки доберемся до моря. На 5-й день, да? Что, пропуск на море-то нам сделали, нет? Нет. Обещают, нет? Нет. Молчат, игнорируют нас. Так, мы пришли в какую-то Гранд-Марину. Видимо, это местный Тиват. Что, посмотрим яхты? Я думаю, вы заметили, что мы все сравниваем с Черногорией, потому что это максимально похожее место, в котором мы были. Ну, пока Сочи проигрывает. А ты что думаешь? Конечно. Черногория лучше? Пока да. Опять заборы, везде заборы. Почему у нас везде заборы? Я считаю, что надо строить мосты, а не заборы. Да. Ира фотографирует солнышко. О, нифига, как ты придумала. Я тоже так хочу снять. Отойдешь? Как в Будве. До Тивата вообще даже близко не дотягивает.
Ну, побольше, но... Ну, побольше, но яхты такие же. Так, а это здание морского вокзала. Ну, вот оно выглядит шикарно. Ну, сейчас, я так понимаю, там уже магазины какие-то, и непонятно, выполняет ли он свои функции. Но симпатично. И пространство вокруг такое ухоженное. Вообще тут прикольно. Ходишь надо, классно, классно, классно. Раз голову повернул куда-то. Ой-ой. И отвернулся в другую сторону. Синие тыквы. Неожиданно. Ура! Мы наконец-то дошли до моря. Ближе, чем 50 метров. Там какие-то гоночки на яхтах. Так, ну я считаю, надо пойти потрогать воду. Погнали? Народу, конечно, охренеть просто. Смотрите, нашли здесь урны, бумага, пластик и прочее. Но это очень похвально, но вообще мы посмотрели на Recycle Map, почитали в интернете, большие проблемы здесь со сдачей вторсырья. То есть реально не проблема сдать только стекло, бутилированный ПЭТ и картон. А все остальное, ну пипец, не знаю. Наверное, придется в Ростов с собой возить. Что-то мы такие, давай пройдем дальше, там будет меньше народу, и зайдем на пляж. А народу становится только больше и больше и больше. Может быть, уже надо разворачиваться. Так, и смотрите, да, с собаками на пляж и с кошками нельзя. Притом везде, везде, на всех пляжах такие знаки. Походу, пацаны не увидят море в этом году. Пипец вообще. Теплое. Теплое? Все, завтра купаться. Ну, вода такая же теплая, как и в Черногории в том году, когда мы приехали. То есть по этому показателю вровень идут. Но посмотрите при этом, какие убогие пляжи. То есть они волнорезами поделены на сегменты. И вот такие то везде узенькие галечные сегменты. То есть даже невозможно просто по пляжу погулять. Все равно придется выходить на дорогу. Но это не очень круто. У нас возле дома точно такой же пляж, то есть точно так же волнорезы, точно так же маленькие кусочки. Ну, блин, ну тупо это. Нахрена так было делать? Пришли в ресторан, его нам Люба посоветовала. Если что, она будет за него отвечать. Конечно. Люба сейчас уехала в Черногорию, но она работает удаленно в SMM-агентстве. Они вот у этого ресторана ведут Инстаграм. И сейчас сделаем дегустацию, посмотрим, как здесь. Кстати, пускают в рестораны только при наличии QR-кода о вакцинации или о том, что ты переболел. Но вот у нас он хорошо, что есть. Можем рестораниться. Вроде как после окончания вот этих нерабочих дней должны отменить все эти темы с QR-кодами в рестораны. Но я думаю, что уже не отменят. Я заказал бургеры, к нему принесли перчатки. Но мы-то знаем, что бургеры в перчатках едят только слабаки. После бургера руки еще должны дня 3 пахнуть мясом. Вот это значит хороший бургер. Так что никаких перчаток. А Ира пилит для Любы сториса. Не снимаешь, на диете. В общем, ресторан обычный, Любу и поругать не за что, ну и похвалить тоже. Вид, конечно, неплохой, но у нас дома лучше. Вот что я называю превосходство. Итак, сегодня 6 ноября, предпоследний день нерабочих дней. Все массовые мероприятия запрещены. Спортивные, культурные, все массовые мероприятия запрещены. Именно поэтому мы едем на спортивно-культурно-массовые мероприятия. На футбольный матч между футбольным клубом Сочи и ЦСКА. На 45-тысячный стадион. Ну, загрузка-то всего лишь 30% стадиона. И только вакцинированных. Ну да. Но все равно. Поедем на такси, потому что не знаем, где там запарковаться и так далее. Ехать где-то 22-23 километра от дома. Цена такси 1000 рублей. А если класс повыше, то 1500. Ну, цена на такси, я скажу вам, в Сочи приличная. Ну, как и на все остальное. Вход по QR-кодам вакцинации, поэтому очередь образовалась там. Ну, приличная такая. Так, ну и вот он, Олимпийский стадион Фишт. Именно здесь было открытие Олимпиады в 2014 году. Мы смотрели его по телевизору.
А мы были на другом стадионе. На большом. На большом, Он да. называется Большой. Но вообще, конечно, место очень крутое. Оно пропитано духом праздника, духом какого-то единства и прошлого. Так, что же было на входе? У нас первым делом проверили QR-коды о вакцинации, потом померили температуру. Мы зашли, показали только потом билеты на стадион, просто показали. Сняли масочку, посмотрели в камеру, в систему распознавания лиц. Потом прошли дальше, нас обыскали, и потом мы еще раз отсканировали билетики. То есть, честно говоря, как военное положение тут. Прикол. Там еще дальше. Вообще вот эти современные объекты спортивные очень крутые. Много туалетов, много всех зон с едой и напитками. Кайфучка, да? А еще они чистенькие. Да, и не воняет. Ну, хотя он относительно новый, как бы 7 лет уже с Олимпиады прошло. Так, у нас самые лучшие места. Вот что значит профессионал покупал билеты, да? Опыт-то не пробьешь. Офигенный просто стадион, кайфово, мне нравится. Суставная разминочка, это очень важно. Правильно, правильно. Представляете, это то самое место, где когда-то не раскрылась звездочка. Так, ну и самый прикол, то есть я сижу вот здесь, а Ира там, то есть через место, потому что это кресло, видите, заблокировано. Ну что, поехали? Они кричат армейцы. Нет. Армейцы они кричат. А, это ЦСКАшные, Конечно. что ли? А где сочинские ультрас? Что сочинских ультрас не видать. Вообще, конечно, посещаемость мертвая просто. То есть 30% можно было стадиона забить, а забито, я не знаю, 7%. А, вот они, сочинские ультрас. Но сегодня не все пришли, видимо, QR-кода не у всех. Ну я, короче, опять гол не снял, а? Да что ж такое? Тут, короче, походу играют любители с профессионалами. Не, ну было весело. Футбол, конечно, дворового уровня просто. Но зато весело, зато голов много. Ну и стадион прекрасный. В прекрасном будущем, когда в России будет хороший чемпионат, у нас уже есть хорошие стадионы для этого. К тому времени эти стадионы развалятся. Надеюсь, нет. Что, не думал, что ты у меня такой пессимист? Просто ты видел, как играют ЦСКА? Типа лучший из клубов страны. Ну, так себе играю, да. Но теперь самый главный квест после всех этих массовых мероприятий – уехать домой. Ждем такси. Да, забыл сказать, билеты наши стоили 2000 рублей на человека. Места были, ну, самые лучшие. Лучше просто не придумать. Дин, ты по телевизору матч смотрел? По компьютеру. По компьютеру? Ну, молодец. Вообще в эти дни снимал для влога очень мало, потому что очень много работы с нашим новым проектом. Это вроде как хэллоуиновский ролик, но и не хэллоуиновский в то же самое время, ну, костюмированный. Вы можете сейчас посмотреть его по всплывашке вверху экрана. И я закончил его. Ну, не совсем закончил, но почти закончил. Я уже, собственно, рендерю его, но рендерю не финальную версию, а версию без покраски. Ну, точнее, с покраской, но не всей. Там Дима до отпуска успел покрасить где-то 2/3 ролика. И завтра я еще 2/3 покрашу. Я, конечно, крашу не так хорошо, как Дима, но, думаю, справлюсь. И все, и новый ролик на канале. Кайф. Джика, ты пират? Я пират, и я, ворую ваши почесушки. Но ты явно не капитан, а старпом. Капитан такой себе позволить не может.
ролик на канале. Смотрите обязательно. Я считаю, однозначно, без вариантов, наш самый лучший ролик. Обязательно к просмотру. Ну, теперь немножечко отдохнем, а потом возьмемся за новый проект. Так как мы до сих пор не можем попасть на пляж, ну и, судя по всему, он будет не очень удобный для выгула собак, потому что тут каменистые пляжи, ну, вы все видели уже. Мы пошли на так называемую тропу здоровья. Это такая тропинка в джунглях практически. Где тропа здоровья? Веди. Пошли, я покажу. Конечно, в Сочи очень зелено, то есть такое ощущение, что это не город, а это просто лес, в котором понатыкали немножко домов. Просто джунгли какие-то. Это буквально в 1 минуты ходьбы от нашего дома. Так, ну очень много лестниц. Приходится собак носить на руках. Жаль, Джейка и не против, ему на руках нравится. Так, а вот это наш лифт на море. То есть мы должны пройти по мостику, еще на лифте спуститься на море. Ну, пипец. Так, ну, собственно, вот она, тропа здоровья. И опять же, вся в лестницах. Кис-кис-кис. Ну, а в чем вообще прикол этих лифтов, да, на море? Потому что между морем и нами еще расположена ЖД-линия. То есть здесь поезда ходят вдоль всего моря. Тупая фишка, видимо, прокладывали железную дорогу, чтобы она была попрямее, именно вдоль пляжа. И получается, рядом с каждым пляжем стоит железка. Это бред. Немного подальше отошли. Вот здесь уже прекрасная широкая дорога. Очень удобно с собаками гулять. Много зелени, много травы. Кайф. Короче, на самом деле, мы так хотели снять квартиру поближе к морю. Но, по сути, получается, разницы нет. Что близко к морю, что далеко к морю. То есть физически у нас тут до моря там 200 метров, но оно все равно недосягаемо, неудобно. И с собаками нельзя, короче. Что оно есть, что нет. Только вид хороший дает. И, возможно, единственный вариант селиться с нормальным морем и пляжем — это в Адлере за железнодорожным вокзалом. Ну да, то есть в Сириусе. Ну, да. В самом мажорском районе страны. Что, еще мажористее, чем здесь? Мы здесь живем. Кошмар какой. Устали, пацанчики, посидеть надо. В целом смешанное ощущение от Сочи. То есть если Черногория, Будва и Санкт-Петербург были любовь с первого взгляда, то здесь этого нет. Но мы же на самом деле знаем, что очень часто бывают счастливые браки по расчету. Вот посмотрим, может быть, у нас будет так же в Сочи. Посмотрим, что будет дальше. А вы пока подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Впереди много интересного. Пока.